Всем привет! Сегодня поговорим про Великобританию, про прецедент, который она ввела в продлении виз для украинских беженцев. Такую да, позицию заявила страна, принимающая украинских беженцев впервые. То есть она разъяснила, разжевала. Главное, что какой посыл был у вот этого вот продления виз. То есть украинские беженцы могут находиться по визе. То есть в каждой стране, да, программа для украинцев, она разная. Так как Великобритания вышла из состава Евросоюза, и это была ее, наверное, самая большая ошибка. Я думаю, в будущем Великобритания станет еще менее мощным государством, так как 10, думаю, 20 лет, и через вот эти вот 10-20 лет, я думаю, Шотландия тоже станет самостоятельным объектом, то есть государством. И Северная Ирландия, как ни крути, я считаю, что она оккупирована, эта территория, и что она должна принадлежать Ирландии, то есть, да, Республике Ирландия, и Ирландия как остров должно быть цельным государством. И вообще влияние Великобритании в мире, оно падает. То есть эта страна максимально себя загоняет в такой, знаете, котел непонятности, неопределенности. Они сами не знают, что хотят. Они приняли законы и говорили, что снизят поток беженцев, иммигрантов, а он, наоборот, увеличивается. То есть, и в этом году, вдумайтесь, впервые в истории, да, на первом месте по названию имен детей, родившихся, было имя Мухаммед. То есть, первое имя по количеству названных детей в 24 году в Великобритании Мухаммед. Я думаю, эта политика мигрантов и беженцев, у них она отвратительная, и они сами это все сделали. То есть Великобритания уже не является той мощной страной, да, United Kingdom, Great Britain, вот Great, да, вы, то есть не можете уже назвать ее так, как по мне, да, потому что даже 50 лет назад она была еще весомой страной, она реально решала вопросы мира, геополитики и всего-всего-всего. А 100 лет назад, я вообще молчу, это была одна из самых сильнейших развитых стран. И к чему мы пришли? К тому, что на первом месте у них теперь имя Мухаммед. Это первое, экономика идет вниз, рецессия конкретная, премьер-министр сменяет премьер-министра, потому что нестабильность. Это такое маленькое, да, у меня ответвление. Пишите свое мнение по поводу Великобритании. Как там вообще с ценами, как вы считаете, страна и вообще, да, вот их не все. Экономический блок, отношение к беженцам, к мигрантам, внешняя, внутренняя политика. Как вам, вы считаете, что эта страна идет по правильному пути, либо все-таки что-то у них происходит не так, и с каждым годом эта страна скатывается, спускается вниз по списку самых влиятельных, вообще в общем влиятельных в мире стран. И экономически, и политически, и в военном плане. Я знаю, что там у них даже вот эти их подводные лодки, в которых, да, есть ракеты с ядерными боеголовками, зарядами. То есть они там до такой степени уже устарели, что просто рассыпаются, и они не знают, что делать. То есть по факту просто люди сами запустили свою великую страну, которая была одной из величайших, в свое время даже была величайшей, да, как, ну, по колониям, по своей мощи, по своей армате, по всем аспектам. Но сейчас мы маємо, що маємо. Великобритания, мы теперь будем уже говорить о том, о чем написано в этой статье. Это было маленькое такое отступление меня, да, что это мое отношение личное к Великобритании, потому что я не понимаю, что там происходит и вообще к чему они стремятся вообще, эти люди, хотя они раньше были просто эталоном традиционных ценностей, эталоном вот этого всего шарма, да, культуры, то есть романтики, ну, всех вот этих, вот, знаете, таких вот человеческих и цивилизационных процессов. А сейчас просто куда-то эта страна повернула не туда. Великобритания продлит визы для украинских беженцев в 2025 году. Есть свои, конечно, условия. Главное, о чем я хотел бы здесь сказать, это то, прецедент какой. Тот, что вот эти все годы, по которые, ну, которые прожили украинцы по вот этой вот визе,
для беженцев украинских, эти годы не будут включаться в натурализацию и не будут считаться для того, чтобы остаться потом на ВНЖ, то есть на постоянное место жительства. Вот это вот я хотел вам рассказать. Вы понимаете, что это очень важно. Все страны следят за другими странами. И то, что Великобритания сказала, что эти годы не будут засчитываться в гражданство, в натурализацию и даже на постоянное место жительства. То есть вы в прямом смысле вам придется только получать контракты. То есть контракты от работодателей, чтобы они суетились, подписывали контракты с вами и уже вы с этой визы соскакивали и подавались на визу рабочую, то есть и потом вам одобряют, и тогда вы сможете остаться. То есть, как я это понимаю, потому что если они уже заявили, что в 2025 году они будут выдавать вот эти вот визы, да, вы сможете переоформить их, и виза это будет выдаваться на 18 месяцев. То есть, вы понимаете, да, 2 плюс 2 можно сосчитать. То есть в прямом смысле тоже до марта там 26 года. То есть то же самое делается, что в Евросоюзе. Но Евросоюз, вы понимаете, страны все привязаны друг к другу. Есть Еврокомиссия, есть Европарламент, которые решают главные законы. И эти законы должны, если они прошли, если все проголосовали, то эти законы должны реализованы быть во всех странах Евросоюза. Все должны подчиниться этим правилам. И в большей своей части все эти правила. Есть страны, которые так в той или иной мере пытаются соскользнуть, какой-то закон, да, не так его выполнять в своей стране, но в большей мере, там 90% все идет одинаково в Евросоюзе. Великобритания уже вышла с помощью Брексита, и теперь получается то, что она говорит: живите, сейчас работайте, еще 18 месяцев у вас будет с 25 года, да, но потом вы сможете остаться в стране только если сможете легально остаться. Что такое легально остаться? Это найти работу, это оформить рабочий контракт, рабочую визу. Все, другого варианта нету. Но если у вас есть там родственники, тогда как-то родственники, может, там можно как-то, да, еще сманипулировать. То есть, но обширных таких возможностей остаться в Великобритании по факту нету. Великобритания всегда демонстрировала решительную поддержку украинцам, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома. С момента начала полномасштабной войны в феврале 2022 года правительство этой страны создало несколько программ для помощи беженцев из Украины, включая визовые инициативы, позволяющие украинцам получать временное убежище, поддержку в трудоустройстве, обучении и доступ к социальным услугам. Подобные инициативы продолжатся и в 2025 году. Этот жест солидарности стал важным сигналом поддержки в сложное время, а новые шаги британских властей подчеркивают продолжение этой помощи. Да, только почему-то многие страны уже сказали, что можно подаваться легко на ВНЖ, ПМЖ, и все считается там и в гражданство, а тут получается вот такие вот пироги, вот такая вот, да, подножка, вот его величество уже, короля, да, Карла, или кто там сейчас командует, правит там, кто сидит на этом прекрасном троне, как говорится, как фасад, как просто редикюль. Правительство, новые условия продления визы, тоже слушайте внимательно, тоже интересно. Правительство Великобритании объявило об очередной продлении виз украинским беженцам. Воспользовавшимся программами временного убежища смогут продлить свои визы еще на 18 месяцев. Однако этот процесс не автоматический. Заявителям необходимо подать соответствующую заявку. Это я сейчас скажу про Ирландию, да, смысл. В Ирландии все автоматически. Желтый лист работает до конца временной защиты. Уже отличие. Следующее отличие, что ARP-карта. Все можно сделать в онлайне без проблем. Это я сравниваю Ирландию и Великобританию. То есть без каких-либо проблем все меняется, все делается. Начало приема заявлений запланировано на 4 февраля 2025 года, а конечный срок подачи документов зависит от даты завершения действующей визы, но должно быть не позднее, чем за 28 дней до ее окончания. Видите, уже какая сортировка, уже какие правила, какое ужесточение Великобритании. В Ирландии такого нету. В Ирландии у тебя ARP-карта даже сейчас будет просрочена. Ничего страшного. Подаешь на новую, да, подождешь дольше, но она придет. Она придет. Желтый лист, не важно, что он уже 2 года у кого-то просрочен будет.
все работает, все нормально, все идет по плану. Здесь же, видите, сразу начинают крутить, начинают уже ломать, начинают уже условия делать. Это говорит о том, что на словах все они поддерживают, но по факту, мне кажется, потом все возьмут свои сумочки, узелки, торбины, кульки, пакеты, сумки, чемоданы. Ну, кто-то, может, покруче там смог нажить и контейнеры, и поедет домой. То есть в Украину, либо он придется менять страну. Важные детали подачи заявления. Процесс подачи заявки предполагает несколько ключевых аспектов. Первое. Заявление можно подать только на территории Великобритании. Это важный момент, который следует учитывать всем украинским гражданам, которые находятся в стране по программе убежища. Второе. В течение 8 недель рассмотрения заявления заявителя запрещено покидать территорию Великобритании. При этом все права и легальный статус сохраняется, включая доступ к социальной защите и другим привилегиям. Вы понимаете, выезжать нельзя только на территории, только с вашим присутствием, хотя в Ирландии можно все. Даже если ты выехал на неделю, видишь, у тебя карта просрочена, ты в онлайн зашел, подался и RP-карту продлил. То есть никаких проблем с этим нету. Видите просто, вот, какая толерантность в какой стране, да? То есть как Ирландия относится и как там пытается уже хребет немножко так, уже бьют об колено понемножку пока, не сильно, еще пока не ломают пополам, но уже звоночки не очень приятные. Третье. Правительство гарантирует сохранение всех социальных услуг и прав заявителей в течение периода рассмотрения их заявления. Ну, спасибо, конечно. Интеграция беженцев. Новые условия продления виз не только позволяют украинцам остаться в стране, но и сопутствуют их интеграции. Вместе с продолжением виз беженцы могут продолжать работать, получать образование и пользоваться полным спектром социальных услуг. Это создает условия для стабильности и развития украинских граждан в Великобритании. Ну, это, конечно, отличные новости, хорошо, но дальше мы читаем самое интересное. Вот это самое, тут сейчас будет самый сок, из-за чего все это я и записываю. В то же время важно помнить, что время пребывания по программам временного спонсорства не засчитывается до десятилетнего срока, необходимого для получения прав на постоянное проживание. А также в оригинале там есть другая статья на гражданство. Эти года, прожитые в Великобритании, даже если вы работали, не считается. Если вы работали и жили именно по визе временного убежища от Великобритании, то ничего не считается. Вот такие вот пироги не слишком они радуют, потому что это прецедент, другие страны смотрят. Почему? Великобритания так сделала, так давайте и мы так сделаем. Вы понимаете, да? Цепная реакция всегда есть, всегда все смотрят друг на друга. И понимают, опа, так сделали, теперь мы можем тоже так сделать, ничего не будет, что нас не будут осуждать, эта страна так уже приняла такой закон, это тоже, мы примем и все нормально, то есть мы не хуже и не лучше, я и так это понимаю. Объявление о продлении действия виз для украинских беженцев на 18 месяцев с февраля 2025 года свидетельствует о том, что Великобритания остается преданным своим обязательствам перед людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Это решение учитывает специфические потребности украинцев, которые находятся в стране, и создает новые возможности для их интеграции в Британии, в британское общество. Продолжение виз для украинских беженцев является не только проявлением поддержки, но и частью системного подхода к решению миграционного вопроса. Да, только почему-то имя на первом месте Мухаммед, это понятно, решение у вас отличное. То есть мусульман они будут дальше, я так понимаю, оставлять и продвигать, и оставлять их в стране, а украинцев, которые могут, да, которые работящие, которые могут очень хорошо пригодиться этой стране. Не забываем, что украинцы, как бы, да, религия чем-то похожа, цвет кожи тоже, и ментальность. Более англичане похожи с нами, с украинцами, то же самое ирландцы, чем там черные, либо мусульмане, арабы и так далее. Они другой веры, они другой ментальности, абсолютно разные люди. Я не говорю, что все арабы там и черные плохие. Нет, конечно же нет, но просто их там, они там уже или в третьем, четвертом поколении живут и тащат всех своих друзей, родственников, знакомых,
кум, сват, брат, зять, кто хочешь. Мы все украинцы выехали по причине того, что у нас война, не просто так. И как видите, да, вначале все лояльно все делали, давали, максимально давали как могли. Разрешение, работа, медикал карт, обучение, программы, бенефиты, бесплатное жилье, еще какая-то помощь, что хотите. Год прошел меньше, 2 еще, на третьем уже просто говорят ребята, ну потихоньку надо уже раздупляться, потихоньку нужно уже сумочки, баулы свои либо паковать, либо платить за себя самим. И важный вопрос, вот в Великобритании это теперь вообще. Лично я бы, конечно, не остался в Великобритании, если бы знал, что вот такие вот дела. То есть, ну, либо нужно оформлять рабочую визу, чтобы тебе уже все это считалось и шло тебе в натурализацию, ВНЖ и в будущем в гражданство. Либо нет смысла тогда там оставаться и работать. Если Германия уже заявила о том, что украинцы смогут подаваться на гражданство, и эти годы будут засчитаны, если вы работали, платили налоги, и в Австрии тоже это сказали, и в многих других странах тоже есть уже такие разговоры и наработки программ. Я думаю, Ирландия все-таки пойдет по пути не такому жесткому, потому что в Ирландии более толерантное вообще законодательство. Тут даже если ты принимаешь гражданство, то есть получаешь, ты не обязан знать язык, это первое. И второе, нету никаких тестов. В той же Украине, чтобы получить гражданство Украины, нужно сдать тест по украинской мове и по истории Украины. Вы понимаете, то есть это не так уж просто, как кажется. А в Ирландии не нужно ничего сдавать, никаких тестов, никаких экзаменов. То есть ты просто проживаешь, зарабатываешь поинты, ты работаешь. И поверьте, тут куча людей, которые работают в своих сообществах, где они общаются с теми людьми, там индусы с индусами, болгары с болгарами, украинцы с украинцами, литовцы с литовцами, поляки с поляками. И все знают просто базовые слова, базовый набор, да, слов. А в идеале, либо там на каком-то высоком уровне не знают тут многие языка. Люди живут, получают, поверьте, гражданство и нормально дальше проживают. То есть с этим проблем здесь нету. И этим мне Ирландия очень нравится, тем, что здесь не заставляет людей, не принуждает их, даже в той же Германии там принуждает. Ты должен знать язык, ты должен ходить на курсы. В Ирландии тут более все толерантно, более все демократично. Я считаю, что человека нельзя с-под палки заставлять. Если он нашел работу и без знания языка и может работать, то значит все нормально, значит его так устраивает, значит жизнь его, ну, ему нормально, ему комфортно, без проблем. Пишите в комментариях ваше мнение по этому всему поводу, как вы считаете, остальные страны могут ли пойти по такому же сценарию и сказать украинцам, что все годы, которые вы прожили по временной защите, вам не будет засчитано ни в натурализацию, ни в гражданство, ни даже это не причина того, чтобы подаваться на постоянное место жительства. То есть это самое, кстати, ужасное, да, в этом пункте, что ты не можешь, если ты не работаешь, себя не обеспечишь, что ты не можешь податься, тебе, то есть ты можешь податься, но тебе с процентом 99% будет отказ, потому что у тебя нету легальных оснований оставаться в стране. Вот это вот самый такой важный аспект, который я хотел донести, чтобы вы понимали. То есть первая страна уже, это Великобритания, которая заявила открыто, что в принципе всех украинцев, которые не будут работать и не смогут себе оформить рабочую визу, рабочий контракт, остаться в Великобритании они не смогут. Вот такие вот пироги. Что маємо, то маємо. Всегда на связи, всегда держу в курсе.